Спасибо, господин президент. Господин президент, сегодня вечером я хочу поговорить всего несколько минут о моих людях в Луизиане. Им больно. Инфляция потрошит их, как рыбу. Это инфляция, как и всякая. Инфляция создана руками человека, и имя этого человека – президент Джо Байден. Президент Байден оказался инфляционной машиной. Он потратил триллионы и триллионы долларов, чего у нас нет. Он влил так много денег в эту экономику, что мы практически тонем в ликвидности. И если только вы не играете во фрисби в квадроцикле во время икон 101, вы знаете, что это неизбежно приведет к инфляции. И это действительно так. Теперь я понимаю, что существует зияющий разрыв между тем, что говорит президент Байден, и тем, что переживают в Луизиане. Здесь мои люди. Президент Байден говорит, что с экономикой все в порядке. Он говорит, что экономика просто замечательная. И я скажу вам, что говорят мои люди. Мои люди говорят с уважением: господин президент, вам нужно выключить бонг. Потому что в нашем штате мы платим больше, чтобы жить хуже. И мы не сможем уйти на пенсию. Из-за вас, господин президент, до 4 лет после нашей смерти. Луизиана не богатый штат, господин президент. Средний доход нашей семьи составляет около 58 тысяч долларов. Мама и папа оба работают. 2 детей. 58 тысяч долларов. Это около 4800 долларов в месяц. Инфляция президента Байдена дорого обходится моему народу. Дополнительные 900 долларов в месяц. Это не в год. 900 долларов в месяц. 11 тысяч долларов в год. Повторяю, у нас средняя семья зарабатывает 58 тысяч долларов в год. Им нужно внезапно найти дополнительные 11 тысяч долларов в год. Поскольку президент Байден был президентом, его инфляция причинила средней семье в Луизиане дополнительные 22 тысячи долларов. Вам не обязательно верить мне на слово. Вы можете увидеть этот график. Вам не обязательно быть старшим специалистом Калифорнийского технологического института, чтобы увидеть, что направление движется вверх. И эти дополнительные расходы были вызваны инфляцией. Цены на потребительские товары в моем штате в среднем выросли на 20% с тех пор, как президент Байден вступил в должность. Некоторые выросли намного больше, некоторые поднялись немного меньше, но в среднем 20%. Задолженность по кредитным картам выросла на 46%. Средний баланс кредитной карты в Луизиане сейчас 5800 долларов. Когда вы зарабатываете 58 тысяч в год на семью из 4 человек, 5800 долларов – это много. Просроченная задолженность по кредитным картам выросла на 11%, что является самым высоким показателем за 12 лет. У нас было рекордное количество людей, которым пришлось
Досрочно снять деньги со своих пенсионных счетов, господин президент. Средний счет за электроэнергию в Луизиане вырос на 28%. С тех пор, как президент Байден вступил в должность, бензин в Луизиане вырос на 53%, яйца 69%, хлеб 28%, кофе 28%, рис 29%, мука 30%, молоко 15%, мороженое 22%. Курица за фунт 27%. Если вы мама и папа, и вы оба работаете, и у вас, может быть, 2 кредита на машину, определенно 1 кредит на машину, и ипотека и 2 детей, как вы можете себе это позволить? Вы не можете. Когда вы группируете эти предметы первой необходимости, о которых я только что говорил, по категориям, то, что вы видите, это в среднем для моих людей в Луизиане. Опять же, мы не богатое государство. Продукты питания выросли в среднем на 21%. Жилье выросло на 290%. Одежда выросла на 11%. Подержанные автомобили и грузовики выросли на 21%. Новые автомобили и грузовики выросли на 19%. А ставки по ипотеке выросли на захватывающие 156%. Президент Байден сказал правду, и я согласен с ним в этом. И я очень рад, что это произошло, что инфляция снижается, и это так. Но позвольте мне рассказать вам о разнице между инфляцией и ценами. Когда инфляция начинает снижаться, мы называем это дезинфляцией. Это не значит, что цены падают. Это просто означает, что цены растут не так быстро. В какой-то момент у нас была инфляция в 9%. Цены росли в среднем на 9% в год. Теперь это где-то в диапазоне от 2 до 3,5%. Это означает, что цены растут только на 3% в год. Опять же, это не значит, что цены падают. Это просто означает, что они растут не так быстро. Это длинный способ сказать, что дезинфляция, которую я только что описал, это очень отличается от дефляции. Дефляция – это когда цены падают. И эти цены, когда президент пропускает эту часть. Эти цены, мне грустно говорить об этом, они перманентно. Они могут больше не расти, если мы сможем снизить инфляцию примерно до 1 или 2%. Но более высокие цены все равно постоянны. И не верьте мне на слово. Я могу отослать вас к показаниям министра финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джей Пал. Оба они давали показания в банковском комитете, в котором я состою. Эти цены перманентны. Господин президент, мои люди действительно поправляются. Они действительно научились едва сводить концы с концами. И это больно. Это глубоко ранит. Инфляция президента Байдена в моем штате – это рак. Об американской мечте. И так не должно было быть. Мы попытались ему сказать. Это если не только мы, когда я говорю о многих моих коллегах-республиканцах. Многие демократы, из моих друзей-демократов так и поступили. А также Джейсон Ферман, экономический советник президента Обамы. Я хорошо помню доктора Фермана. Сейчас в Гарварде сказали, при всем уважении, господин президент, вы тратите такие деньги. У вас будет инфляция. И худшая часть этого. У президента Байдена нет плана по, как это решить, никакого. И мне жаль это говорить, но я думаю, что единственное место, где мы сможем снова обрести экономическое здравомыслие в нашей стране, это только в кабине для голосования. Спасибо, господин президент.
Я предлагаю отсутствие COR. Клерк позвонит в офис.